Эй, Арми, слушайте внимательно. В последние несколько недель что-то изменилось. Не из-за камбэка, не из-за фанкама и не из-за тизера фильма. А из-за выбора одной песни. Чингук, когда его спросили, какую песню BTS лучше всего послушать между полуночью и часом ночи, без колебаний выбрал Blue & Grey, песни Тэхёна. И то, как он это сказал, было не просто рекомендацией. В нем чувствовался эмоциональный тон. Было тепло. Что-то было правильным. Как будто в этот тихий момент Чингук признался в чем-то, без необходимости сложных слов. И с этого момента все начало меняться. В последние несколько дней Чингук давал промо-интервью для нового сезона шоу «Are You Sure?». Все казалось нормальным, пока не возник один вопрос. Что бы ты хотел попробовать хотя бы еще раз в жизни? Чингук улыбнулся. И ответил: снова прыгну с парашютом. Это был не случайный ответ. Это было не случайное занятие. Потому что армия знает первый прыжок Чингука с парашютом. Он сделал это с Тэхёном. И он назвал это таким естественным, словно ожившие воспоминания. Но еще интереснее была реакция Чимина. Выражение его лица изменилось спонтанно, ему явно было не по себе от этой идеи. И это логично, мы до сих пор помним эпизод Run BTS. Тэхён, который боялся высоты, попробовал это с Намджуном. А Чимин и Юнги не прыгали. Но было в этом интервью кое-что еще. Что еще более поразительное. Были моменты, когда Чингук, казалось, присутствовал, но его мысли были где-то далеко. Когда Чимин говорил, Чингук казался где-то в другом месте. А на той неделе Чингук дал несколько живых выступлений. Он играл в игры, пел, ел непринужденно, жил жизнью, как она есть. Но он ни разу не пригласил зрителей посмотреть «Are You Sure?». Не было никакой рекламы. Никаких обсуждений. Никакой срочности. Все это казалось неприоритетным для него. Тем временем Тэхён выпустил влог о Лос-Анджелесе, который покорил миллионы зрителей с первой секунды. Без сценария. Никаких уловок. Только Тэхён, сосредоточенный, настоящий, зрелый, харизматичный. Когда он тренировался с командой SDT, мы видели его дисциплину, трудолюбие и преданность делу, без необходимости драматизировать повествование. Именно поэтому этот влог казался таким реалистичным. Многие критики сравнивали его с «Are You Sure?». Но это сравнение абсурдно. Влоги – это реальность. Программы – это сценарий. И внимательные армии заметили одну вещь. Искренность Тэхёна в видеоблоге напоминала о естественности общения Тэхёна и Чингука без камеры. Эта закономерность очевидна уже много лет. У Чингука и Тэхёна есть свой ритм общения, которого больше нет ни у кого. Дело не только во взгляде, но в том, как часто они его ищут, даже подсознательно. То, как Чингук провожает Тэхёна взглядом. То, как он прикасается к нему без причины. То, как они сближаются без необходимости говорить. Это не фан-сервис. Это не постановка. Это не стратегия. Это привычка, то, что формируется со временем, комфортом и доверием. И поэтому, когда Чингук однажды сказал, что Тэхён – его «тихая гавань», это была не метафора. Это был реальный опыт. Сегодня фандом разделен не из-за того, что Тэхён и Чингук сделали, а из-за того, как люди это интерпретируют. Некоторые преувеличивают. Некоторые отрицают. А некоторые просто видят все таким, какое оно есть. Факт прост. Связь существует. Постоянная. Реальная. Она никогда не исчезнет. Нам не нужно драматизировать. Нам не нужно закрывать глаза. Все, что нам нужно сделать, это признать то, что было очевидно годами. Когда свет меркнет. Когда мир становится шумным.
они все равно находят друг друга. И, возможно, именно поэтому одна песня «Blue Ampersand Grey» до сих пор кажется родной. Для того, кто ее написал, и для того, кто выбрал ее без колебаний. Все еще наслаждаясь тишиной, давайте свяжем эти две вещи – личный выбор песни «Blue Ampersand Grey» и реальность продвижения нового шоу «Are You Sure?». На первый взгляд, выбор песни кажется простым. Но когда эта песня, написанная коллегой, когда это воспоминание, когда это фрагмент опыта, который вы делите только с одним человеком, выбор говорит не только о музыкальном вкусе. Выбрав Blue Ampersand Grey, Чингук не просто рекомендовал мелодию на вечер. Он имел в виду общее воспоминание. Чувство безопасности. Что-то, что успокаивает его сердце. Итак, как это связано с «Are You Sure?». Во-первых, это объясняет эмоциональные приоритеты. Продвижение программы – это профессиональная задача. Есть график, есть концепция, есть ожидания. Но есть и личные моменты, которые нельзя или не хочется воплощать в рекламные материалы. Выбрав Blue Ampersand Grey в непринужденный момент, Чингук демонстрирует, что, несмотря на свою публичную роль, есть вещи, которые он держит при себе и от близких. Во-вторых, это объясняет, почему Чингук кажется пассивным в вопросах продвижения. Дело не в его безразличии и не в том, что проект не важен. Ведь он подходит к делу по-разному. Одни проекты он воплощает на сцене, к другим подходит более спокойно. Are You Sure? Это, возможно, проект, работающий в рамках профессиональной сферы. Сценарий, режиссура – все уже распланировано. В то же время рекомендация песни – это спонтанный момент, отражающий чувства, то, что не нуждается в шлифовке. В-третьих, личные отношения влияют на то, как человек преподносит себя на публике. Влоги Тэхёна отличаются искренностью, которая располагает к себе, потому что это его личное пространство. Чингук, с другой стороны, предпочитает, чтобы вещи говорили сами за себя, через небольшие действия, а не через масштабные акции. Это не противоречие, это другая эмоциональная стратегия. Но давайте вернемся к сути «Are You Sure?», что все это значит для шоу? Такое шоу, основанное на сценарии, нуждается в аутентичных персонажах на экране. Зрители жаждут спонтанности, но не все можно представить так легко под прицелом камеры. Чингук, который кажется спокойным и не навязывает рекламу в прямом эфире, может на самом деле предложить нечто еще более редкое, непринужденную аутентичность, когда он наконец появится в шоу. Поэтому, смотря новый сезон «Are You Sure?», обращайте внимание на мелочи. Затянувшийся взгляд, многозначительная пауза, естественный смех. Потому что даже если Чингук не слишком активно продвигает каждое свое выступление, его присутствие на шоу может передать гораздо больше с помощью тонких средств, его жестов, ответов и небольших решений, например, упоминания песни, которые создают эмоциональный контекст. В конце концов, мир, вероятно, продолжит спорить, кто кому ближе. Кто чаще делит экран и кого стоит видеть вместе. Но, по мере того, как фандомный шум постепенно утихал, и прожектор переместился на другие лица, одно оставалось неизменным. То, как они понимали друг друга, даже без слов. Чингук мог сидеть тихо во время интервью. Возможно, он не так громко продвигал «Are You Sure?». Он мог казаться отстраненным, словно его мысли были где-то далеко. Но правда в том, что не обо всех отношениях нужно рассказывать миру. Не обо всех утешениях нужно снимать. И не обо всех интимных моментах нужно говорить как о чем-то конкретном. Иногда самые реальные вещи остаются необъясненными. Выбранная песня. Вернулось одно воспоминание. Легкая улыбка при воспоминании о чем-то, понятном лишь двоим. Blue Ampersand Grey была не просто песней. Для Чингука это была успокаивающая тишина. Безопасное пространство. Напоминание о том, кто был рядом с ним, даже когда камеры остановились. Хотя «Are You Sure?» мог быть программой для публики. Была часть его, которая никогда полностью не принадлежала публике.
И для тех, кто внимательно следит. Важно не количество промоушена, а то, что остается, когда все заканчивается. Потому что в конце, когда гаснет свет на сцене, когда работа сделана, и когда каждый возвращается домой к своей жизни, Чингук всегда возвращается туда, где чувствует себя наиболее понятым. И, возможно, это не то, что нужно объяснять миру. Потому что мир видел это уже много лет. Увидимся в следующем видео, армия.